Как правильно выбрать каналы для закупки рекламы в Telegram? Привет, меня зовут Макс Бондаренко, и сегодня мы разберем, почему по статистике 9 из 10 каналов в Telegram являются накрученными, и как правильно выбрать для посевов и закупки рекламы именно классные Telegram каналы. Сегодня мы с тобой рассмотрим основные пункты, как отсечь ненужные каналы, и разберем несколько нужных нам с тобой сервисов. Итак, не будем долго задерживаться и сразу приступаем. Ссылочку обязательно на эти сервисы я оставлю в описании, так что обязательно переходи, регистрируйся и делай все примерно то же самое, что и я. Итак, заходим вот в этот вот сервис, пожалуйста, Telemetr, он самый адекватный, самый нужный, и для того, чтобы тебе показать, как все это дело обстоит, как это все выглядит, конечно же, я буду показывать пример своего телеграм-канала и других телеграм-каналов, на что стоит обращать внимание при аналитике и поиске для закупки рекламы, чтобы это сделать грамотно и правильно и не нарваться на накрученные телеграм-каналы. Для того, чтобы воспользоваться этим сервисом, тебе нужно либо использовать каталог, либо вот сюда вставляешь ссылочку на нужный телеграм-канал и нажимаешь анализ этого канала. После того, как канал прогрузится, выглядит это примерно вот так. Это мой телеграм-канал Максим Бондаренко I'm a School. Вот давай тебе его сейчас покажу. Здесь очень много годной информации, не только про Telegram, и очень много интересных каких-то статей. Постов я выкладываю, так что обязательно подписывайся. Максим Бондаренко I'm a School или просто I'm a SMM. Первый пункт, на который тебе стоит обратить внимание при поиске телеграм-каналов, если ты видишь вот такую вот красную вкладочку, да, канал заподозрен в ботоводстве, накрутка охватов или подписчиков, все, если ты видишь такую красную рамочку в телеметре, сразу забываешь про этот канал, и не стоит себе забивать голову, почему, по какой причине он накрученный, не накрученный, что нужно, чего не надо. В общем целом, просто канал заносишь его в черный список. Телеметр достаточно давно работает, он очень хорошо анализирует каналы, и он выдает такую красную метку тем каналам, которые заподозрены в накрутке просмотров или подписчиков. Перейдем к моему каналу, и второй пункт, на который тебе стоит обращать внимание, тебе нужно обязательно посмотреть историю названий и историю описания этого канала. Это вот эта вот вкладочка. Первая — история названий. Здесь в истории названий стоят даты, когда менялись названия этого канала. Если названия примерно одинаковые на одну и ту же тематику, значит это хорошо, и это плюсик в карму, здесь все в порядке, как у меня. Также заходим в историю описаний, да, открываем историю описаний, здесь тоже стоят даты, менялось ли описание этого канала, тоже обязательно нужно почитать все описания. Если описание примерно одинаковое, оно резко не менялось из тематики в тематику, значит тоже все в порядке. Если же и описания резко менялись в канале, и названия тоже резко менялись в канале, значит возможно когда-то этот канал был на другую тематику с более дешевой аудиторией или вообще накручивался для того, чтобы потом продавать рекламу в этом канале дороже. Сменили название, сменили описание, возможно даже кому-то продали, а аудитория этого канала, ну, никакого отношения к этой тематике, например, заявленный там маркетинг или бизнес, вообще не имеет. Так что смотрим историю описаний, история названий канала. Давайте я перейду к следующему каналу и буду уже дальше на нем показывать. Третье, на что стоит обратить внимание, это на график роста подписчиков канала и просмотры. Ну вот непосредственно подписчики по дням. Если график вот такой планомерный, плавный рост подписчиков в телеграм-канале, причем обратите внимание на даты, да, за какое количество времени он рос. Такой график считается нормальным, и в этом нет никаких проблем. Самое главное, чтобы в этом графике не было резких падений и резких взлетов. Вы это сразу увидите. Ну вот, пожалуйста, вот он график роста подписчиков этого же другого канала. Почему-то он здесь падал. Резкие скачки, потом откат назад, скачок, откат назад. Это не говорит о том, что канал накрученный, но возможно говорит о том, что были какие-то накрутки. Возможно, это были закупы. То есть здесь вам уже стоит насторожиться. Может быть, что-то с этим каналом не так. Так что запомнили, вот этот график роста подписчиков должен быть планомерный и плавный. Следующее, на что стоит обратить внимание, это график упоминаний этого канала в других телеграм-каналах. Вот здесь вот этот график вы увидите, кто кого упоминал, и да, с репостами. Что здесь нужно понять и запомнить, да, если от одного канала было от 7, 10 и более упоминаний, то возможно этот канал, который вы анализируете, он относится и к этому каналу, и они находятся в одной сетке. И это нежелательно, чтобы было так. Но это не говорит о том, что все-таки это одна сетка, и дальше мы разберем еще несколько пунктов, по которым вы можете понять, относится ли этот канал
канал к одной сетке или нет. Так вот, вы здесь смотрите, да, и вот здесь, пожалуйста, там, да, одно, вот 24 упоминания, 31 упоминание. Возможно, это закупка рекламы, которая происходила, но, возможно, это и есть то, о чем я и говорил. Ну, здесь, видите, здесь все в порядке, вот по одному, по два упоминания. И вот эти каналы вы можете, в принципе, посмотреть. Ну, с этим каналом все в порядке, видите, по одному, по два. И то, скорее всего, это просто люди сами что-то репостили или упоминали канал, потому что в этом канале, который мы сейчас анализируем, это очень крутой канал, и в нем очень много годного контента, и люди, скорее всего, сами делают эти упоминания. Ну, видите, все по одному, по два. Да? Стоит обратить еще раз внимание на то, если упоминание от 7, 10 и более раз одним каналом этого канала, который мы анализируем. Также вы должны понять, какие тематики каналов, какие названия каналов, которые упоминают этот канал. Например, если эти каналы, вот, например, про маркетинг, да, это тоже подходит по тематике нашего канала, который мы анализируем в Telegram. Продуктовый маркетинг, да, здесь, в принципе, про бизнес какой-то. То есть сами вот эти каналы, вы смотрите эти названия тематики, и вы должны понимать, что да, скорее всего, здесь все в порядке, нет никаких проблем. Если вот здесь каналы, которые упоминают ваш канал, который вы анализируете, и они вообще на какие-то левые тематики, там, не знаю, может быть, какой-то порно 18+, или какие-то ставки на спорт и прочее, вот эта ерунда, тоже стоит задуматься, почему именно эти каналы упоминают ваш канал, который вы анализируете, а ваш канал, например, ну, не знаю, про какую-нибудь историю или про книги. Это тоже знак о том, что, скорее всего, канал, ну, накрученный. Следующий, пятый момент, на который стоит обратить на вкладочку внимание, все контакты. Открываем все контакты, и здесь указаны контакты, администраторы которых еще состоят в каких-то телеграм-каналах. Если здесь много различных контактов, которые могут быть, то это тоже может говорить о том, что этот канал относится к какой-то сетке. Это очень плохой знак. Здесь эти каналы, и здесь всего еще 5 штук, и эти каналы просто относятся к одному и тому же человеку. С этим каналом все в порядке, можно здесь не переживать. В этой вкладочке вы можете увидеть огромное количество каналов, и вот здесь вам тоже стоит задуматься, не относится ли этот канал к сетке. Если относится, скорее всего относится, то это плохой знак. Также в этой вкладочке вы должны обязательно пробежаться по этим каналам, по названиям этим каналов и по тематикам, и посмотреть, нет ли здесь каких-то левых каналов, тоже какие-нибудь ставки, какая-нибудь секс-индустрия или вообще какие-то левые тематики. Если вы это заметили, значит, скорее всего, точно этот канал относится к какой-то сетке, и рекламу размещать в этом канале точно не стоит, он, скорее всего, накрученный. Почему важно обращать внимание на тематику каналов, о чем я и говорил, да, потому что разная стоимость оплаты рекламы в этих каналах. То есть, если раньше был канал там 18+, или еще какая-нибудь ерунда, или ставки на спорт, то туда и приходила такая аудитория. Потом его переделали, например, да, или накручивали аудиторию, вообще ненужную левую какую-то аудиторию, и потом переделали этот канал под бизнес-тематику, чтобы заработать денег. Стоимость будет всегда разная. Давайте я вот открою эту табличку. Ну, например, давайте опустимся вниз, найдем какую-нибудь дешевую тематику. Вот, пожалуйста, юмор и мемы. Это оплата 293 рубля за 1000 просмотров, да, смотрим стоимость 1000 просмотров в текущей категории. И, например, канал, который вы анализируете, потом хоп, сменили тематику на бизнес и стартапы, и здесь уже 2674. Для чего это делается? Для того, чтобы продавать рекламу дороже неопытным людям, и от этого и будет зависеть эффективность вашей рекламы. Ссылочку, друзья, на эту аналитику я приложу в бонусах, которые вы можете найти в описании к этому видео. Кстати, друзья, обязательно переходите, забирайте эту аналитику, забирайте еще дополнительные бонусы, которые будут вас ждать там. Это все, друзья, бесплатно. Шестой пункт, на что нужно обращать внимание, это на ER канала, который вы анализируете. ER высчитывается по количеству просмотров от подписчиков этого канала. Среднестатистические данные, если ER канала от 15 и выше процентов, то этот канал считается нормальным, поэтому здесь 26%, он считается нормальным. Давайте я вам свой еще покажу, да, 15% тоже считается нормальным, в зависимости от различных тематик. Меньше лучше не смотреть, или, например, может быть, конечно, и меньше, но там более детально нужно анализировать, и, возможно, канал накручен, потому что количество
количество подписчиков будет большое, а количество просмотров на этот канал будет очень маленькое. Это и есть этот показатель ER. Так что смотрим от 15 и выше. Если этот показатель зашкаливает за 40-50%, здесь тоже стоит задуматься, почему такое большое количество просмотров, и возможно здесь уже просмотры накручены на этом канале. Но об этом мы еще с вами, друзья, более детально поговорим. Давайте теперь перейдем к следующей вкладочке. Это самая интересная вкладочка, это просмотр постов. Первое, что нужно посмотреть, это как раз таки динамика просмотра постов, да, и вот видите, да, у нас есть количество подписчиков и количество просмотров в этом канале. И здесь мы видим, что плавный рост подписчиков, также количество просмотров растет, но вот эта вот свеча, это какая-то странная вещь, тоже с ней стоит разобраться, на такие вещи обращайте обязательно внимание. Но в целом из этого графика мы пока что сильно детально ничего не можем сказать. Опускаемся ниже, и нас интересуют вот эти динамики просмотров. Эти динамики просмотров выстраиваются за последующие 6 суток после того, как каждый пост вышел. И для того, чтобы правильно проанализировать, лучше опускаться немножко дальше. Давайте, допустим, посмотрим, давайте загрузим еще, для того, чтобы более чистая статистика у нас была по постам. На что нужно обращать внимание? На нормальных чистых белых каналах без накруток, первое, всегда идет график по убыванию, и за последние 6 суток всегда есть какое-то определенное количество просмотров на пост. Вот, пожалуйста, вышел пост, 4500, 5400, и пошло на убывание, и вот они, 6 суток, просмотры есть. Если вот так вот полистать, практически везде одна и та же картина. Да, график немножко может изменяться, в этом ничего странного нету. Вот, пожалуйста, смотрим, на нормальных, адекватных, хороших, не накрученных каналах графики будут всегда такие. Вышел пост, самое большое количество просмотров, и потом идет убивание. И нету никаких обрезов этих просмотров. Вот, пожалуйста, давайте загрузим еще, пролистаем вниз, и вот опускаемся, да, ниже. Вот, пожалуйста, графики одни и те же. Давайте вот откроем второй канал, тоже посмотрим. Здесь другая тематика этого канала, но в целом тоже видно, да, что пост вышел, просмотры, и они все равно есть, да, и здесь тоже есть. Но здесь немножко видоизменен график, и возможно здесь, допустим, пост публиковался ночью или вечером, и на следующий день, да, есть свеча определенная. Давайте вот посмотрим, когда этот пост публиковался, и здесь вот у нас по времени. И вот он, да, вот он вышел вечером, да, не так много людей вечером, видимо, смотрят и читают этот канал, и дальше количество просмотров на следующие дни нарастает, и идет последующие просмотры. Да, вот так вот. Различные скачки, резкие скачки вверх, или наоборот, обрезание вот этих вот просмотров может говорить о том, что какая-то накрутка была в этом канале, она резко закончилась, и поэтому просмотры в этом канале сразу же точно обрезаются. Также могут обрезаться просмотры, если, допустим, пост был удален. Скорее всего, это был просто рекламный пост, который провисел одни сутки, он был проплачен. Вот, пожалуйста, мы видим, да, что было количество просмотров 1500, и дальше нет просмотров. Вот как, например, вот в этом графике, который вы можете увидеть, да, почему-то пост вышел, идет огромное количество просмотров, потом меньше, и дальше просмотров нету. Абсолютно такая же картина с этими просмотрами на посте и вот с этими просмотрами на посте. Такой картины не должно быть, и при такой ситуации, скорее всего, что-то было с накруткой, либо она была отключена. И вот таких вот провалов, друзья, не должно быть. Это тоже должно вас насторожить, и, скорее всего, размещаться в таких каналах не нужно. Вот, пожалуйста, еще один яркий пример по просмотрам в другом телеграм-канале, да, вот здесь видим, что пост был удален, но все равно набрал просмотры, а вот, пожалуйста, два поста, которые вышли, появились какие-то просмотры, и все, и последующие 4 дня нет просмотров. Здесь абсолютно та же самая картина. Это говорит о том, что здесь более грамотно администраторы, скорее всего, подкручивают просмотры на своих постах в своем телеграм-канале, и это, ну, наверное, нормальная ситуация на рынке, но для нас, друзья, она ненормальна, и в таких каналах закупать рекламу лучше не стоит. Друзья, все эти детали, как подбирать, как анализировать телеграм-каналы, как составить рекламный пост, как вести свой телеграм-канал, где брать контент, как составить контент-план, как оформить, все это я рассказываю в своем клубе, и возможно на этот момент, когда вы смотрите это видео, этот клуб уже открылся, и я вас всех зову туда вступить. По ссылочке в описании к этому видео вы найдете эту ссылку, обязательно забирайте бонусы из этого видео, обязательно приходите в клуб ко мне, почитайте, что и как мы там будем делать. Поэтому всем welcome, друзья, я вас жду, обязательно подписывайтесь на этот канал. С вами был Макс Бондаренко, и я жду ваши вопросы в комментариях к этому видео, и до новых встреч, друзья, пока!